Всем привет, друзья! Уверена, вы уже полным ходом готовитесь к празднованию светлого праздника Пасхи. А если вы хотите разнообразить ваш стол, то предлагаю приготовить вот такое интересное печенье, песочное печенье с лимонным курдом. Его обожают дети, оно выглядит очень интересно, необычно и, думаю, вам точно понравится, даже если вы будете готовить его в обычный день. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. А приготовление мы начинаем с лимонного курда. Для этого в сотейник добавляем лимонный сок, сахар, желтки и цедру лимона. Все это перемешиваем, добавляем соль, крахмал и отправляем на водяную баню. Кастрюлю берите обязательно так, чтобы мисочка полностью входила в кастрюльку и не соприкасалась с дном. У меня первая кастрюлька слишком маленькая, поэтому я переливаю в мисочку побольше весь наш будущий крем. Тем самым мне будет удобно заваривать этот крем. Следите обязательно, чтобы дно мисочки не касалось воды. Варим крем на медленном огне до загустения примерно 2-3 минуты. Затем берем сито и отправляем туда наш крем. Нужно хорошо процедить массу для того, чтобы не было комочков и крем получился однородный и шелковистый. И у нас получается вот такая красивая масса, красивый крем. Мы накрываем его пищевой пленкой, даем полностью остыть и затем убираем в холодильник. В холодильнике крем будет примерно час-два до надобности. А теперь мы переходим к приготовлению самого печенья. Для этого нам понадобится самый простой набор продуктов. Думаю, вы все знаете, как готовить печенье, но давайте расскажу вам еще раз. В муку мы просеиваем сахарную пудру. Туда же отправляем сахар, соль, ванильный сахар. Слегка перемешиваем. И замешивать мы будем в миксере с насадкой вот такой вот лопатка. Вы можете сделать это все руками, либо стационарным миксером, но все-таки лучше воспользоваться планетарным миксером. Теперь отправляем сливочное масло. Масло должно быть холодное. Туда же отправляем яйца, и наш комбайн будет замешивать тесто. На это уйдет примерно 2 минуты. Посмотрите, какое получается шелковистое тесто. Оно очень мягкое, не сильно липнет к рукам, поэтому с ним будет довольно легко работать. Переходим на рабочую поверхность. Как видите, никаких сложностей в приготовлении песочного теста нет. Единственное, да, с ним нужно очень быстро работать, потому как оно может таять и терять свою структуру. Поэтому слишком долго мы играться с ним не будем. Моментально замешиваем тесто. И сразу же будем отправлять его в холодильник, либо в морозилку. Если вы отправите тесто в холодильник, то оно там может полежать 1,5-2 часа. В морозилке у вас на это уйдет примерно 25 минут. А пока будет отдыхать наше тесто, мы можем продолжить готовить лимонный курд. Вот такой у нас получился крем. Добавляем мягкое сливочное масло и будем перемешивать крем. Я замешиваю просто венчиком, вы можете взять ручной миксер, планетарный миксер, но взбивать на средних оборотах, просто для того, чтобы масло растаяло и крем получился вот такой красивый, глянцевый и шелковистый. При желании вы можете приготовить апельсиновый курд, если вы не любите лимон, либо добавить немножко меньше лимонного сока. Также нам понадобится кондитерский мешок. У меня самый обычный мешок. Если у вас его нет, возьмите пакет. Это для того, чтобы удобно было делать серединку в нашем печенье. Крема получилось немного, но на количество наших ингредиентов этого вполне достаточно. Крем здесь играет такую легкую приятную нотку, придает печенью кислинку, поэтому много крема здесь быть не должно. Мое тесто провело в морозилке 30 минут, оно довольно плотное. И сейчас я буду разделять его по кусочкам, раскатывать нужное количество, а оставшееся тесто обязательно убираем в холодильник, чтобы оно не успело растаять.
Для удобства вы можете раскатывать тесто между двумя листами пергамента. Так оно не будет прилипать, и вы без труда сможете раскатать необходимое количество теста. Это печенье получается действительно вкусно. Его вы можете готовить не обязательно на праздник. Можете вырезать любые фигурки. Я в этот раз буду использовать вот такие формочки. Это как раз пасхальные формочки. Здесь разного размера вырубки. Я буду брать самый большой размер и самый маленький для того, чтобы сделать серединку, в которой у нас будет крем. Если в процессе раскатки теста оно у вас слегка подтаяло, то вы можете убрать пласт теста в холодильник. Если нет, спокойно вырезайте необходимый размер печенья. Сначала я беру большую формочку, а затем маленькую и уже буду вырезать серединку. Учтите, что у вас должно получиться равное количество половинок. То есть одна часть печенья у вас будет ровная, а вторая с отверстием для крема, для того, чтобы мы их могли потом склеить. У меня серединка слегка растаяла, я ее убираю ножиком, но оставшиеся серединки в принципе можно убрать обычным способом, просто с помощью формочки. Как вы видите, тесто очень подвижное, поэтому нужно с ним работать довольно быстро. Остатки теста убираем, скатываем в шар и моментально убираем в холодильник, чтобы оно дождалось своего часа. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке по 7-8 минут до золотистого цвета. Остатки убираем и выкладываем на решетку. Таким образом у вас должны получиться целые печеньки и с отверстием. И теперь давайте будем собирать наше печенье с кремом. Сначала я отдельно откладываю все печенья с дырочками, потому как я буду присыпать их сахарной пудрой. Если вы не любите сахарную пудру, можете этого не делать. То есть перед отсадкой крема у вас уже должно быть все готово. Донышко я переворачиваю у печенья, а вот эти вот чинюшки с отверстием присыпаем пудрой. Теперь самый ответственный момент, нам понадобится крем. Не нужно его распределять по всей поверхности печенья, этого будет слишком много, буквально чуть-чуть для вкуса. Тут же накрываем второй половинкой печенья и при желании можете добавить еще немножко лимонного курда. Сначала печенье довольно будет мягкое, но после того, как крем застынет, вторую половинку будет снять уже не так просто. Вы можете попробовать добавить немножко крема, можете добавить больше, как вам больше нравится. Если вы любите лимон, добавляйте больше. Тут уже можете фантазировать, как вам нравится. Я лишь вам подсказываю, какие варианты могут быть. При желании вы еще можете добавить кокосовую стружку, либо орехи, либо притрусить бусинками серединку. В общем, это уже ваша фантазия. Можете сделать максимально праздничное печенье. Тут уже делайте, как я всегда говорю, как вам нравится. И вот такая красота получилась. Как по мне, очень праздничное печенье. Вы можете порадовать таким печеньем своих близких, родных, пойти в гости, взять пасочку, печенье, и будет безумно красиво и вкусно. Надеюсь, рецепт вам понравился. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Всем спасибо, берегите себя, до скорых встреч. Всем пока!